Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Слободчиков. На этом канале я рассказываю о разных странах мира и о том, как люди инвестируют в недвижимость в этих странах. Сегодня поговорим об Объединенных Арабских Эмиратах, а если быть точнее, о самом богатом Эмирате, столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Я расскажу вам об интересных фактах и местах Эмирата, его достопримечательностях и о том, как преобразится страна в ближайшее время. Ну, конечно же, мы поговорим с вами о цифрах. Сколько реально зарабатывают инвесторы на вложениях в недвижимость Абу-Даби. Без воды, только реальные цифры. Подписывайся на канал, ставь лайк. Поехали! Абу-Даби – это самый богатый и самый большой регион в ОАЭ. Общая территория здесь составляет 80% от территории страны. Количество нефтяных месторождений около 85% от всего количества по стране. 80% ВВП страны приходится именно на Абу-Даби. Здесь проживает около 1,5 миллиона человек, среди которых всего 20% являются локалы. Абу-Даби – это островной эмират. В отличие от Дубая, где большинство островов насыпные, или как их еще называют, искусственные, здесь острова натуральные, так распорядилась природа. Вокруг очень много воды и мангровых зарослей, которые растут прямо в морской воде. За счет этого здесь намного больше кислорода и дышится гораздо легче. В Абу-Даби в целом очень много зелени, особенно в сравнении с Дубаем. Здесь посажены не просто кусты и пальмы, но и полно деревьев разной высоты. Их и правда здесь очень много. Каждому кусту, каждому дереву подведен кабельный полив, что позволяет им выжить даже в самую жаркую погоду. Здесь длинная уютная набережная. В самом центре города уже давным-давно все застроено. Все это в совокупности придает этому месту уют. И можно смело сказать, что здесь все сделано с душой. Кстати, интересный факт. В 2008 году, когда в Дубае был кризис, и именно руководство Абу-Даби профинансировало ряд застройщиков Дубая, что спасло их в дальнейшем от банкротства. И на тот момент правящий шейх Халифа выделил средства на строительство башни Бурдж-Дубай, которую потом переименуют в Бурдж-Халифу. Соседним эмиратом Абу-Даби является Дубай, добраться до которого можно будет примерно за 1,5 часа. Кстати, междугородних поездов пока нет, поэтому доехать вы сможете либо на машине, либо на автобусе. Но железную дорогу уже строят. Она будет объединять между собой все 7 эмиратов. Запуск этой железной дороги запланирован на 2025 год. Доехать из Абу-Даби в Дубай на поезде вы сможете примерно за 50 минут. Но помимо этого строится еще одна транспортная система, которая называется Virgin Hyperloop One. Это такая система, где люди путешествуют в поезде в виде капсулы, которые перемещаются в вакуумной трубе. Там используется система магнитной левитации. Похожую систему используют в Японии и в Германии. Поезда такие будут набирать скорость до 1000 км в час, и вы сможете добраться из Дубая в Абу-Даби за 12 минут. Это даже быстрее, чем дождаться такси в час пик. Я обожаю Абу-Даби за его огромный потенциал и перспективы. Они увидели успех Дубая, переняли все самые лучшие идеи, интегрировали их в свой эмират и сейчас активно развиваются. До 2019 года это был закрытый эмират, где собственность недвижимость могли оформить только граждане стран GCC. Но в 2019 году они открыли 7 районов для иностранных инвесторов. Позже количество районов увеличилось до 25. В конце 2019 года случился ковид, и все страны были закрыты, эмираты были закрыты. И можно смело сказать, что рынок недвижимости Абу-Даби начал расцветать только в конце 2021-го, начале 2022 года. Кстати, площади квартир в Абу-Даби больше, чем в Дубае, а цены ниже. Я предлагаю начать знакомство с Абу-Даби с его жемчужины – острова Саадият. Место, которое привлекает инвесторов и туристов со всего мира, ведь локация уникальна, а перспективы ошеломляют. Мы сейчас с вами находимся на острове Саадият. В 2004 году правящий шейх Абу-Даби выкупил этот остров, который сейчас является роскошным курортом с пляжами, отелями и культурными объектами. Абу-Даби на наших глазах становится культурной столицей Ближнего Востока. Сюда приезжает снимать мировой кинематограф. Например, Эмират стал площадкой для съемок «Дюны» и «Звездных войн». На острове Саадият к 2026 году будет открыто 5 музеев. Один из них мы посетим прямо сейчас.
Кстати, когда вы приезжаете к музею Лувр, вас встречают такие замечательные гольф-кары, которые вас с удовольствием подвезут до самого музея даже в самую жаркую погоду. Музей Лувр Абу-Даби открыли в 2017 году. Это совместная работа правительств Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. На строительство музея было потрачено 600 миллионов евро. А на аренду бренда Лувр и получение экспонатов в аренду до 2037 года около 1 миллиарда евро. То есть на название и получение экспонатов потратили больше, чем на строительство, почти в 1,5 раза. Друзья, посмотрите, какая футуристическая архитектура здания. Купол состоит из 1000 металлических звезд. Сейчас видно, как лучи солнца проникают внутрь, и создается просто волшебная атмосфера. Архитектором Лувра Абу-Даби является французский архитектор Жан Нувель. В стенах Лувра Абу-Даби можно увидеть произведения от античности до современности. Здесь вы встретите шедевры мирового искусства из парижского Лувра от таких художников, как Леонардо да Винчи, Жан-Луи Давид, Моне и Ван Гог. Кстати, совсем недавно здесь проходила выставка изделий Cartier. Этот музей является одной из ключевых достопримечательностей Абу-Даби. Люди со всего мира едут познакомиться с музеем лично. Для удобства вы можете установить приложение «Путеводитель» и послушать историю происхождения экспонатов на 60 языках. Что больше всего характеризует творчество Леонардо да Винчи, как не мастерски исполненные таинственные улыбки его персонажей? Помимо музея Лувр, здесь также строится еще 4 музея. Пройдя по набережной, вы увидите японский музей современных технологий TeamLab Phenomena. Этот музей откроется в 2024 году. Рядом с ним строится музей естествознания или Natural History Museum. Этот музей расскажет про развитие нашей планеты, про природу и про динозавров. Откроется он в 2025 году. Также в 2025 году завершится строительство Национального музея имени шейха Зайда. Это будет первый музей про историю Арабских Эмиратов. Спроектировал этот музей британский архитектор Норман Фостер. Вокруг музея будут поющие фонтаны, как возле Бурдж-Халифы. Здание выполнено в форме крыльев сокола, национального символа Объединенных Арабских Эмиратов. По уровню значимости этот музей будет конкурировать с Бурдж-Халифой. В 2026 году откроется музей современного искусства Гугенхайм. Это будет 5-й и самый большой филиал Американского музея. Площадь составит 45 тысяч квадратных метров, а расположен он прямо на воде. Друзья, пишите в комментариях, какой из музеев вам понравился больше. И не забывайте поставить лайк этому видео. А пока вы подписываетесь и пишите комментарии, я покажу вам еще одно классное место. Уже сейчас вы можете посетить Abrahamic Family House, или как это здесь называют, площадь 3 религий. Первая израильская синагога в Арабских Эмиратах, католическая церковь и мечеть. Повторюсь, все музеи находятся буквально в 5 минутах друг от друга. Это будет нереальное место силы и умиротворения. Посетили музеи, духовно обогатились, можно и на пляж. Саут-Бич на острове Саадият – это белейший песок, как на Мальдивах, и чистая бирюзовая вода. Сюда даже приплывают дельфины и черепахи. Вообще, шейхи из Дубая и из других Эмиратов приезжают отдыхать именно на этот пляж.
Пляж платный, вход от 50 дирхам, но, поверьте, это небольшие деньги для тех, кто здесь останавливается. Пляж охраняется, регулярно убирается. Вообще вы здесь не встретите какую-то нежелательную публику. Обратите внимание, построена первая линия, дома называются Мамша. За период строительства цены здесь выросли на 35-40%. После этого в течение 2 лет цены продолжали расти. То есть до сегодняшнего дня, с момента строительства прошло 2 года, цены выросли еще на 30%. Здесь открыто несколько магазинов, аптека и, самое главное, огромный выбор ресторанов на любой вкус. Здесь даже есть ресторан с мишленовскими звездами. Друзья, мы с вами перемещаемся в офис застройщика Альдар. С нами прекрасный менеджер Мария. Мария, расскажи, пожалуйста, нам про застройщика и про Абу-Даби в целом. Да, привет всем. Миш, спасибо большое, что позвал. Я буду загибать пальчики. Альдар – это крупнейший застройщик Эмиратов. Мы еще про это тоже поподробнее поговорим. Альдар – это «This is home, this is Альдар». Это наш девиз. Альдар – это самая стабильная компания на рынке Эмиратов. И это самый лидирующий девелопер в Эмиратах также, да. Также в этом году мы празднуем уже 20 лет нашей истории. Соответственно, у нас очень большая и долгая история, и еще она будет продолжаться. Альдар – это semi-government застройщик, да, то есть, как мы знаем, в Эмиратах нету 100% государственных компаний, но из всех, так скажем, полугосударственных компаний мы самая государственная. Почему? Потому что нами владеет инвестиционная компания Мубадала, которой, в свою очередь, владеет сам His Highness, да, президент Объединенных Арабских Эмиратов и шейх Абу-Даби. Соответственно, мы рука об руку с государствами и со всеми инфраструктурами и структурами правительственными и государственными, да. Наш chairman – это министр культуры и туризма Абу-Даби. И наше присутствие есть в Абу-Даби, в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в Дубае и в Рас-Аль-Хайме. Ну, то есть подробно мы еще поговорим, да? Да, вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, чем ваш застройщик Альдар отличается от большинства других застройщиков? Да, на самом деле Альдар – это целая такая махина, то есть это огромнейшая структура, экосистема вообще в Эмиратах, да, то есть в основном наши проекты в большинстве своем располагаются в столице Абу-Даби, да, то есть Абу-Даби – это самый большой Эмират, 80% всей территории ОАЭ занимает Абу-Даби. Это самый богатый Эмират. Да, 85% ВВП всех Эмиратов тоже находится в Абу-Даби. Это самый зеленый Эмират. И 95% земли, банка земли в Абу-Даби принадлежит нам. Да, соответственно, это лучшие локации, это ценность земли. Также Абу-Даби – это островной Эмират, да, то есть всегда ограниченная локация, островная территория, всегда ограниченная локация. Да, но хотелось бы больше понять именно в плане строительства, чем Альдар со своими проектами отличается, например, от других застройщиков. Да, мы мастер-застройщик. Мастер-застройщик означает то, что мы строим не только резиденции, но и полностью инфраструктуру. То есть мы занимаемся реализацией, облагораживанием территорий, целых районов. Да? То есть мы строим не только резиденции, мы также строим коммерческие помещения, развлекательные разные тоже структуры, да? То есть пляжные инфраструктуры, коммерческие помещения, медицинские учреждения, образовательные учреждения. У Абу-Даби у Альдара даже есть своя академия. Да? То есть мы строим, можно сказать, все. То есть, грубо говоря, помимо того, что вы строите дома, вы также строите дороги, вы также садите деревья, грубо говоря, торговые центры, офисные здания, вот, как ты сказал, больницы. То есть полностью за всю инфраструктуру в городе отвечаете вы, получается? Да. То есть мы состоим из множества департаментов и множества еще других, то есть компаний, но по сути это все и есть Альдар. Это по сути и есть правительство, и можно сказать, мы вот рука об руку, да, то есть идем. Соответственно, наше присутствие также есть не только в ОАЭ, наше присутствие есть уже и в Казахстане, в Астане, Абу-Даби Плаза, да, и в Египте компания Sodiq, да, то есть мы являемся главными акционерами. Также, если еще по структуре смотреть, то Альдар – это PJC, Public Joint Stock Company,
да, то есть это акционерное общество, по сути, вот можете прикупить наших акций. Я подчеркну как раз то, что сказала Мария касательно инфраструктуры и строительства. Это очень важно для инвесторов, потому что вы покупаете не просто здание, в котором расположены квартиры, и вокруг как бы непонятно, что будет. Вы покупаете как бы дом в целом районе, вокруг которого расположена вся инфраструктура. То есть, когда дом сдается, вокруг, я так полагаю, уже вся инфраструктура готова. Конечно, то есть вся инфраструктура, она готовится, если у нас есть мастер-проект новый, да, то сначала готовится первый проект, вместе с ним инфраструктура, чтобы те, кто туда заедут, они уже могли спокойно там жить, пользоваться всеми необходимыми. То есть, получается, вы по стройке ходить не будете вокруг, то есть заселись в квартиру и пользуйтесь всеми благами, которые только есть. Да, поверьте, то есть за 20 лет такой крупнейший застройщик, как мы, да, Альдар, мы уже научились делать так и строить так, чтобы всем было комфортно максимально. Власти Абу-Даби вкладывают огромные средства в продвижение островов, которые сейчас полностью застраивают. Это Садият и Яз. И в их рекламной кампании принимают участие такие известные лица, как Роберт Де Ниро, Кевин Харт, Джейсон Момоа и Фаррелл Уильямс. Почему Альдар строит большое количество вилл, и почему, когда строят многоквартирные дома, это не высокие дома, то есть там 10-15 этажей, почему мы не видим высотки, которые привычны, например, для Дубая? Ну, во-первых, можем себе позволить. Во-вторых, то есть надо сказать, что, в принципе, так как мы маркетмейкер на рынке Абу-Даби, то есть мы контролируем рынок. То есть если даже сравнить с Дубаем, у вас в Дубае выходит каждый день по одному, по два проекта, то в Абу-Даби мы контролируем спрос и предложение. Соответственно, нам, в принципе, нет необходимости строить многоэтажки. То есть малоэтажное строительство, оно всегда ценится на рынке, да, то есть хорошо прирастает к ключам и так далее. То есть, если подытожить, получается так, что вам просто нет необходимости застраивать, потому что, ну, как минимум, получается, что себестоимость строительства ниже за счет того, что вы строите на своей земле. Именно. И плюс ко всему, Абу-Даби, в принципе, это направление более приватное. То есть это более семейное направление и более приватное. А что мы делаем, то есть для того, чтобы это сохранять, мы строим малоэтажные здания с малым количеством квартир внутри. И также мы строим еще виллы, поскольку, опять же, из-за семейного направления, да, Эмирата. То есть очень многие выбирают именно для проживания виллы. На большом куске земли мы строим малое количество вилл, опять же, со своей инфраструктурой. И то есть мы делаем полностью все для того, чтобы люди там комфортно жили. То есть, получается, у вас нет, когда вы покупаете себе недвижимость в Абу-Даби, данный конкретный участок земли, он не перегружен там, большим количеством людей, которые там проживают. И это, кстати говоря, очень важно для вашей инвестиции, для дальнейшей перепродажи, когда ограниченное количество предложений, как вот Мария сказала, Альдар контролирует рынок, контролирует выход конкретных предложений на рынок, вы потом в дальнейшем не конкурируете с большим количеством застройщиков. Если Альдар соразмерно выпускает свои проекты, то ваша недвижимость успевает перерастать в цене, и потом вы очень хорошо ее можете перепродать. Миш, ну тебе ли не знать, насколько большой у нас спрос, и как тяжело квартиры приобрести у нас здесь в Альдаре, то есть как заранее вы подготавливаетесь, и насколько это возможно, да? То есть, ну, тем самым многие видят, что наши качества, в принципе, нам нет равных по нашему наполнению наших проектов и всей инфраструктуре, которую мы строим. Ну, на самом деле, да, вот в сравнении с тем, как мы покупали недвижимость 2 года назад своим клиентам и как сейчас это сумасшедшая гонка. Те, кто покупали 2 года назад, они, конечно, уже очень хорошо заработали в своей перспективе. А те, кто покупает сейчас, это нужно иметь большую удачу, чтобы приобрести... Ну и хорошего брокера. И хорошего брокера, да, спасибо. Клиенты зачастую не видят большинства того, что происходит, и сколько работы вы делаете. Ну да, это правда так. Вот на острове Садият какие сейчас цены вообще на рынке? Может быть, что-то выходит от застройщика, может быть, ты знаешь, какая ситуация на вторичке. Расскажи, пожалуйста, зрителям. Мы ожидаем, конечно же, очень такие ажиотажные проекты в Cultural District, да, но насколько, то есть, как я помню, 2 года назад, получается, есть проект Grove, но в Cultural District есть проект Louvre, это брендированные резиденции, есть проект Source, это направленность wellness, да, то есть тоже лакшери формата.
А если мы говорим про Grove, то цены на студии, когда там они еще были 1 миллион дирхам, да, то есть у меня есть кейс моих клиентов, которые покупали студию в Лувре, брендированной резиденции, за 1 300 000, перепродали за 1 550 000. То есть, опять же, у нас условия по перепродажам очень интересные. Соответственно, на вложенные они получили очень хорошую доходность. Ну, я могу тоже добавить, то, что у меня тоже были личные кейсы, о которых я расскажу чуть позже, касательно проекта Saadiyat Grove. Сейчас на рынке можно сказать, что стоимость квадратного метра начинается от $8000 за квадратный метр. В свое время, 2 года назад, можно было купить где-то за 5,5, за $6000 за квадратный метр. Ну и понятно, что цены будут продолжать расти, потому что музеи еще строятся, и когда это все достроится, это будет просто, отвал башки. Конечно, да, потому что, то есть, опять же, хочу повториться, что это уникальнейшее место. То есть 5 музеев крупнейших и самых престижных в мире находятся на одном маленьком пятачке, то есть как раз-таки в Cultural District. Такого нету нигде в мире. Опять же, все, что касается Абу-Даби, они настолько тоже все правильно делают, они все самое лучшее и всех самых лучших людей собирают у себя. Самые лучшие университеты, да, Нью-Йоркский университет на Саадияте, Кренли британская школа, Беркли музыкальный колледж. Даже есть в 15 минутах от Саадията Примаковская школа, Russian School, которая уже тоже функционирует. Все, что касается образовательной сферы, все, что касается культурной сферы, религиозной и развлекательной, все самое лучшее Абу-Даби в себя вбирает. Ну вот за это как раз мне и нравится Абу-Даби, что они берут все самое лучшее во всем мире, в Дубае в частности, интегрируют это в свой Эмират, и это очень круто. Остров Саадият инвесторы по-особенному любят. Здесь приобретают недвижимость, собственность королевские семьи, шейхи и звезды мирового класса. По своему личному опыту могу сказать, что это место никого не оставит равнодушным. Кстати говоря, вместе с Оксаной Самойловой в наш инвестиционный маршрут непосредственно был включен Саадият и его объекты недвижимости. Давайте поговорим о кейсах. Летом 2022 года я купил квартиры себе и своим клиентам на острове Саадият. Работая с недвижимостью Абу-Даби, я могу вам показать реальные цифры. Летом 2022 года цена квартиры студии 46 квадратных метров в проекте Saadiyat Grove стоила 1 миллион дирхам. При покупке нужно было заплатить 10% от общей суммы по рассрочке, плюс 2% взнос в земельный департамент. Это составило 119 тысяч дирхам. Далее в течение 1,5 лет нужно было внести 3 платежа по 5% от общей стоимости. Это составило примерно 50 тысяч дирхам на каждый платеж. В общей сложности продавец заплатил 270 тысяч дирхам. В декабре 2023 года мы нашли покупателя за цену 1 миллион 250 тысяч дирхам, то есть на 25% дороже оригинальной цены покупки. За вычетом расходов при продаже на комиссию и на прочие расходы чистая прибыль составила 470 тысяч дирхам. Доходность при этом составила 73% за 17 месяцев или 52% годовых. Это, пожалуй, один из лучших показателей доходности от инвестиций в недвижимость во всем мире. На сегодняшний день такая квартира стоит 1 миллион 300 тысяч дирхам. И только представьте, что будет с ценами, когда достроятся все 5 музеев и торговый центр в 2025 году. Это будет, пожалуй, одно из самых желанных мест не только в Абу-Даби, но и на всем Ближнем Востоке. Если хотите приобрести недвижимость на острове Саадият, пишите мне, и я помогу вам выбрать самую лучшую квартиру. Контакты будут в описании под этим видео. Как уже говорилось ранее, у застройщика нет задачи застроить город высокой плотной застройкой. Власти Абу-Даби очень хорошо чувствуют прирост населения и приток иностранцев и не перенасыщают рынок недвижимости излишними объектами. Помимо многоквартирных домов здесь также строят виллы и таунхаусы. Это позволяет застройщику за достаточно короткий промежуток времени грамотно застроить огромный участок земли для очень ограниченного количества проживающих здесь людей. Это у нас диджитал макет всего Абу-Даби. Как я уже сказала, Абу-Даби состоит в основном из островов. Да, 2 основных наших инвестиционных острова – это остров Саадият и остров Яс. Остров Саадият, он состоит из Cultural District и моря, да, как раз Саадият Marina District. И огромную часть занимает Саадият Lagoons проект. Хотелось бы понять, почему люди покупают себе виллы, почему на них такой большой спрос?
Да, ну конкретно еще тоже этот проект. И в принципе виллы покупают, потому что это свое пространство, большое пространство, вы живете отдельно от всех, да, это приватность. Конкретно этот проект — это целая своя собственная инфраструктура, это самодостаточный район, только внутри самого Лагунс будут 3 школы, да, мангровые леса со своей лагуной и с розовыми фламинго, которые там уже тусуются, вот. Да, и, соответственно, огромное количество amenities на территории комплекса для того, чтобы просто сравнить, вот, чем вам заниматься. Вот это все, целый список, чем можно Очень там круто. заниматься. То есть скучно точно не будет. Да. На сегодняшний день у нас все распродано, как обычно на Саадияте. Но, так что понимать, цены за 4 бедрум были 8 миллионов дирхам, за 5 бедрум в среднем 9,3 миллиона дирхам. Мгм. Ну, я так полагаю, что еще будут выходить какие-то фазы в дальнейшем, то есть еще можно будет приобрести. Да, мы ожидаем, поэтому опять stay tuned, соответственно. Ага. И, кстати, у нас есть шоу-вилла этого проекта 4, 5 и 6 бедрум. Их можно посмотреть воочию, чтобы оценить наше качество. Давайте как раз сейчас их и посмотрим. Мы с вами перемещаемся на остров Яс. Это главный район сосредоточения туристических достопримечательностей и развлечений. Здесь находится Warner Bros. Park, парк аттракционов по фильмам кинокомпании. Здесь также есть Ferrari Park с самой быстрой американской горкой в мире, скорость которой достигает 240 км в час. В 2023 году открылся SeaWorld, это самый большой океанариум в мире. Все эти парки крытые, с кондиционерами, а значит, посетить их можно с комфортом даже летом. Здесь также есть аквапарк, Etihad Arena, где проходят концерты мировых звезд, UFC, NBA, Формула-1. Есть Yas Mall, это торговый центр, один из самых крупнейших торговых центров в Арабских Эмиратах. И даже здесь есть гольф-поля. А сейчас лайфхак для тех, кто любит сэкономить. Если вы хотите посетить SeaWorld, Warner Bros. Park, Аквапарк или Ferrari Park, вы можете приобрести билеты сразу в 2, 3 или 4 парка и сэкономить до 50%. При этом вам не нужно бежать во все парки в один день. С момента покупки билетов вам дается аж 2 недели на посещение всех парков. Пишите в комментариях, какой из этих парков вы бы посетили первым. В Абу-Даби активно развивается IT-сектор. Здесь отлично чувствуют, где и как можно зарабатывать деньги и создают для этого благоприятные условия. Прямо за моей спиной находится Yas Creative Hub. Здесь сконцентрированы офисы компаний из медиа, IT и игрового секторов. Иными словами, здесь создана экосистема, где ваши идеи становятся реальностью. Например, здесь можно увидеть, как тестируется беспилотное такси. Как говорят владельцы этого центра, здесь ваши хорошие идеи становятся реальностью, которые меняют правила игры. В Абу-Даби IT и игровой сектор приносят огромные деньги, ведь за этим наше будущее. Помимо того, что у сотрудников и компаний нет никаких налогов, вам здесь могут оформить лицензию на льготных условиях, либо арендовать офис на год за счет государства. Такие компании обязаны трудоустраивать молодых аспирантов местных университетов к себе на работу. Так компании получают субсидии, а молодые специалисты – работу. Это делается для того, чтобы, во-первых, открывались новые классные компании, во-вторых, создавались новые рабочие места, и, в-третьих, создавались благоприятные условия для того, чтобы люди приезжали, создавали семьи, рожали детей. И, на мой взгляд, это очень крутой взаимообмен между государством и населением. Многим странам на заметку. Сейчас читаю, вышла новость, что здесь даже планируют построить целый игровой остров. На самом деле звучит вообще очень круто и амбициозно. В образовательный сектор здесь вкладывают также огромные деньги. Здесь есть британские, американские, канадские школы для детей любых возрастов. Даже, кстати говоря, есть школа Примакова, если вы вдруг хотите устроить ребенка в русскоязычную школу. Если говорить про высшее образование, здесь есть французский университет Сорбонны, Нью-Йоркский университет, где более 25 направлений от музыки до инженерии. Таких, кстати говоря, университетов всего 3 по миру.
в Нью-Йорке, в Шанхае и вот третья в Абу-Даби. Здесь также есть Абу-Даби Университи, который по уровню как наш МГУ, и университет Халифа, который тоже очень классный, входит в топ-200 университетов мира. И в этом университете выделен бюджет 160 миллионов дирхам на 5 лет в области развития искусственного интеллекта. Получая высшее образование здесь, вы можете устроиться на работу в любой точке мира. Но вопрос, после такого вообще стоит ли уезжать из Арабских Эмиратов и конкретно из Абу-Даби? Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Мария, расскажи, пожалуйста, про остров Яс. Вообще, есть ли спрос на недвижимость на этом острове? Остров Яс вообще это считается островом развлечений. Почему? Там есть Этихад-арена, где проводятся разные концертные мероприятия, приезжают мировые звезды, также проходят спортивные мероприятия, то есть UFC, NBA и так далее, да. И еще также это огромная площадка для проведения разных бизнес-форумов, да. Также Формула-1, финал Формулы-1 проходит тоже на острове Яс. Это Яс Марина Сёркот, кстати, который тоже строил Альдар, на секундочку. Яс Молл — это самый крупнейший молл в Абу-Даби, да, то есть и второй по величине в Эмиратах. Он сейчас борется за это звание вместе с Mall of Emirates дубайским, да. Разные ворлды, как я их называю, это Ferrari World, Sea World, Warner Brothers World, это тематический парк. Там, кстати, скоро откроется, так скажем, департамент Гарри Поттера, там будет все. Это, кстати, да, я тоже слышал, это очень круто, потому что очень много детей, взрослых, всех фанатов Гарри Поттера. Именно. Аквапарк там есть. Большая променадная зона Яс Бэй. Вот как вы думаете, все вот эти фишки, разве они не привлекают туристов? Да, кстати, как раз-таки свой проект я купила именно на гольф-поле, да, то есть большое гольф-поле. Очень много европейцев, которые обожают именно гольф, и, в принципе, все эти направления, соответственно, они тоже выбирают Яс. Также Яс — это семейное направление и бизнес-направление. Есть очень много рабочих мест, например, 2454 — это креативный хаб, медиапространство на острове Яс. И там также проживает и работает много топ-менеджмента. И где они будут жить? Конечно же, они будут жить на Ясе, потому что они живут большими семьями. А семьям что нужно? Им нужна инфраструктура, которая уже полностью готова на острове Яс. То есть все эти парки, которые мы перечислили, они уже функционируют. И конкретно, конечно же, их детям и им самим удобно проживать уже на этом острове. Я как раз хотел задать вопрос, почему Альдар активно застраивает эту локацию, остров Яс, но ты уже ответил на него, потому что вот все, что ты сейчас перечислила. Да. Расскажи, пожалуйста, насколько высокий спрос сейчас на острове Яс и как можно забронировать квартиру себе? Ну, на самом деле, спрос сейчас растет не только на Яс, но и в целом на Абу-Даби. Он продолжает расти. Ну, для того, чтобы упростить себе задачу, я советую обращаться к профессиональным брокерам, которым вы можете доверять и с которыми вам комфортно, таким как Михаил. И в таком случае вы точно приобретете квартиру, которую вы хотели. Спасибо большое, Маш. Мне очень приятно работать с тобой, с застройщиком Альдар. И вообще спасибо тебе в целом за это интервью. Ты очень много полезной информации нам рассказала. Спасибо, мне было приятно. Что ж, давайте перейдем к теме инвестиций. Конечно же, на острове Яс популярна краткосрочная аренда. Концерты и спортивные мероприятия на Этихад-арене проходят каждую неделю. А если вы хотите посетить парки, торговый центр, пляж, вам на все это потребуется как минимум неделя. Долгосрочная аренда здесь также пользуется спросом. Напомню, что в Абу-Даби есть практика, когда компании арендуют квартиры для своих сотрудников на год и более. И в случае, если один сотрудник съезжает с квартиры, то на его место заселится другой сотрудник от этой же компании, и вы, как инвестор, не потеряете в доходе. Если же говорить про объекты под перепродажу, расскажу про один кейс. Клиент приобрел квартиру в сентябре 2022 года. Это была большая студия площадью 54 квадратных метра, полностью с мебелью и техникой. Цена покупки была 827 тысяч дирхам. При бронировании было оплачено 10% от общей стоимости, плюс 2% взнос в земельный департамент. В течение года было выплачено еще 15% по рассрочке. И спустя год было принято решение продавать эту квартиру. Итого клиент заплатил 223 тысячи дирхам. Хоть подходящий период для перепродажи еще не наступил, в октябре 2023 года нашелся покупатель за цену 912 тысяч дирхам. С учетом расходов на комиссию и прочие расходы, клиент получил чистую прибыль в размере 50 тысяч дирхам. Его доходность составила 23% за год. Только вдумайтесь, какие возможности предоставляет Абу-Даби для своих инвесторов. Сейчас, спустя полгода, в этих домах уже начали делать фасады.
И совсем скоро перед ключами будет самое идеальное время для продажи. Вот тут-то и заработают самые грамотные инвесторы. Если хотите инвестировать в рынок недвижимости Абу-Даби, пишите мне, и я помогу вам сделать правильный выбор. Финальная точка нашего путешествия – это Яз-Бэй. Это очень приятное место со своей мариной для яхт и катеров, уютными ресторанами и широкой прогулочной зоной. Здесь вы можете прогуляться или арендовать лодку и проплыть по каналу между островами, или просто замедлиться и насладиться приятными видами. Ну и в заключение хочу выразить респект этому месту. Абу-Даби действительно меня удивил своим благоустройством и озеленением, своим продуманным градостроительством и желанием становиться лучше. Ну а если вы хотите приобрести недвижимость, скажу вам следующее. Не покупайте квартиру, покупайте локацию. С вами был Михаил Слободчиков. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока!